Привет, друзья! Практически в каждом доме в России можно найти ковер на стене. Это называется настенный ковер. Когда я спросила у иностранцев в Инстаграме, почему, по их мнению, в России ковры на стене, некоторые ответили, что это потому, что русские левитируют. А некоторые пошутили, что это потому, что мы кладем шторы на пол. Другие сказали, что ковер висит на стене на случай, если нам надо будет куда-нибудь срочно полететь, как Аладдину. Были те, кто говорили, что это искусство или какая-то странная русская традиция, что частично верно, потому что почти каждая традиция имеет историческую причину с практическим смыслом. Действительно, традиция вешать ковры на стену пришла в СССР еще из Российской империи. Богатые люди вешали на стену турецкие и персидские ковры. Давайте рассмотрим 5 причин, почему в России ковры висят на стене. Причина первая. Холодные стены. Обычно ковер висит на стене возле кровати. Даже если летом жарко, стены могут быть холодными. Ковер помогает не заболеть, когда человек спит рядом с холодной стеной. Также из-за ковра в комнате остается тепло. Причина номер 2. Звукоизоляция. Эта причина связана с СССР. Ковры вошли в жизнь советских людей, когда Никита Хрущев, он был главой Советского Союза с 1953 по 1964, начал строить новые дома. Мы называем их хрущевками по фамилии Никиты Хрущева. Такие дома построены из панелей, а стены очень тонкие. Чтобы решить проблему звукоизоляции, люди вешали настенные ковры, хотя в таких домах уже была система центрального отопления. Из-за ковра было меньше слышно соседей, а соседи не слышали их. Причина 3. Обои. В СССР было очень трудно найти и купить обои. На самом деле, все материалы для строительства и отделки дома было трудно найти. Люди вешали ковры на стену, чтобы скрыть стену без обоев, рваные обои или даже дыры в стене. Причина 4. Престиж. Ковры были знаком престижа, и было престижно иметь пару хороших ковров. Предпочтительно, чтобы они были из-за границы, или из Туркменистана, Азербайджана или Грузии. В СССР такие ковры было сложно купить. Обычно такие ковры вешали в столовой, где их могли увидеть гости. Хороший ковер считался символом благополучия и процветания семьи. Получить такие ковры было очень сложно. Люди стояли в очередях и тратили на них много денег. За ковер хорошего качества в СССР приходилось платить от 4 до 5 среднемесячных зарплат. Причина 5. Украшения. Действительно, ковер на стене был украшением дома. Традиция использовать ковры в доме пришла с Востока. В русской литературе, например, у Пушкина или Лермонтова, вы встретите описание комнат русских офицеров и знатных людей. У них висели персидские ковры на стене. Декоративное и практическое использование настенных ковров получило широкое распространение в СССР. Ковры на стенах впервые появились в домах сталинского периода. Но повсеместным это стало во времена Хрущева. Мы уже говорили об этом. Шумоизоляция или для того, чтобы прикрыть рваные обои или дыры в стене. Ковры были дорогим подарком. Их даже передавали по наследству. В настоящее время ковер на стене является пережитком прошлого. Ковры на стене собирают много пыли. В современных домах и квартирах вы не встретите ковры на стене. Но если вы приедете к бабушке в старую квартиру или на дачу, то там вы увидите ковер на стене. Напишите в комментарии, в вашей стране
Вы вешаете ковры на стену? Знаете ли вы какие-нибудь страны, где вешают ковры на стену? Хотели бы вы, чтобы рядом с кроватью, где вы спите, висел настенный ковер? Пока-пока.